Лукашенко поссорился с Путиным, американские гранты не будут заблокированы и демократия на грани уничтожения. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Европа дрейфует в сторону пророссийских сил, премьеры бьют тревогу. Россия заявляет о массированной атаке украинских дронов, сбито более сотни беспилотников. Мигранты снова на польской границе, новый виток гибридной атаки Лукашенко. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Американский суд ставит Трампа на место. Федеральный суд США временно остановил решение президента заморозить федеральные гранты и кредиты на сумму около $3 триллионов. Это случилось после жалоб правозащитников, которые заявляли, что указ нарушает американские законы. Федеральный судья Лорен Алихан не отменила решение, но временно его заблокировала, чтобы сохранить статус-кво. Ограничение будет действовать до 3 или до 7 февраля, пока суд не пересмотрит ситуацию и программы помощи. Это означает, что финансирование продолжится на время разбирательства, и люди не останутся без выплаты грантов. Если суд сочтет решение Трампа неконституционным или незаконным, оно может быть полностью отменено. В случае апелляции дело может дойти до Верховного суда США, который примет окончательное решение. Теперь, когда решение Трампа заморожено, многие задаются вопросом, а решение ли это Трампа на самом деле? Согласно Конституции, полномочия по выделению средств принадлежат Конгрессу, а не президенту. Если бы президент мог решить не тратить деньги, которые он не хочет тратить, то в таком случае не было бы особого смысла в существовании Конгресса. И поэтому, знаете, даже если бы люди с пониманием отнеслись к идее о том, что, возможно, есть несколько программ, где не совсем справедливо заставлять президента тратить деньги, которые он не хочет тратить, то, знаете, это не скальпель, это широкий меч с ядерным наконечником. Но есть важный момент. Военная помощь Украине не попала под этот запрет и продолжает поступать без изменений. Правда, президент Украины говорит, что некоторые статьи расходов можно будет перекрыть своими средствами. Так все-таки попало под запрет или не попало? Нью-Йорк Таймс пишет, что приказ касается большинства программ, связанных с военными поставками и обеспечением безопасности, но пакеты помощи, одобренные ранее, продолжат поставлять. Нью-Йорк Таймс также отмечает, что часть проектов для иностранных государств окончательно свернут после 90-дневной паузы. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация Байдена на подобные инициативы тратила деньги, цитирую, «как пьяные матросы». Российские власти утверждают, что подверглись масштабной атаке украинских беспилотников на 9 областей страны. По данным Минобороны РФ, было уничтожено 104 дрона. Интересно, что региональные власти представляют другие цифры. Губернатор Тверской области заявил о 29 сбитых дронах, а его коллега из Брянской области Александр Богомаз сообщил о 33 уничтоженных БПЛА. Российские телеграм-каналы также сообщают о временных ограничениях в работе аэропортов Казани и Санкт-Петербурга из-за этих атак. Губернатор Смоленской области утверждает, что один из дронов был сбит при попытке нападения на объект ядерной энергетики. Не уточняет, какой именно, но в регионе находится Смоленская АЭС. Расположена она в 3 километрах от города Десногорск. Если вы находитесь в России и смотрите нас оттуда, конечно же, через VPN, то поделитесь с нами своими впечатлениями. Ощущаете ли вы ядерную опасность? Ощущаете ли вы себя в безопасности наоборот? Пишите в комментариях. Интересно узнать ваше мнение. Демократия в опасности. Об этом говорят сразу 2 премьер-министра: Дональд Туск и Джастин Трюдо. Им обоим не нравятся тенденции, которые набирают популярности в мире сейчас, и оба хотели бы предостеречь, но ничего конкретного не сказали, только намеки. Разделения, которые мы видим, ненависть, рост антисемитизма во всем мире, но и также рост исламофобии, рост гомофобии и трансфобии, ненависть, которая разделяет народы через границы практически в каждом регионе мира, вызывают тревогу. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о растущем влиянии евроскептических партий, дружелюбных к России. В частности, он выделил немецкую партию «Альтернатива для Германии», которая набирает популярность и угрожает стабильности ЕС.
Многие признаки, происходящие сегодня в мире, должны тревожить всех нас. Мы знаем, что история не повторяется один в один, но каждый, у кого широко открыты глаза и уши, может увидеть, как много вещей, как много событий, как много политических лидеров начинают ссылаться на худшие традиции Европы, западного мира, и это также требует от нас, особенно здесь, в Польше, быть очень бдительными и готовыми к различным сценариям. Кремль делает ставку на развал единства ЕС изнутри, поддерживая право радикалов и популистов, которые, к слову, выступают против санкций против России и Беларуси и военной помощи Киеву. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Штурм польской границы продолжается. Пограничники зафиксировали более 40 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Это первый всплеск после нескольких недель затишья, сообщила пограничная служба Польши. С начала 2025 года зафиксировано более сотни попыток нелегального проникновения мигрантов со стороны Беларуси, следует из статистики Подлясского отдела погранслужбы. Еще в конце прошлого года ситуация на границе заметно стабилизировалась. По данным Deutsche Welle, большая часть мигрантов, находившихся в приграничных районах Беларуси, была вывезена в Россию. Возвращение мигрантов может свидетельствовать о новой фазе гибридной атаки, организованной режимом Лукашенко при поддержке Москвы. Польша, Литва и Латвия уже не раз обвиняли белорусские спецслужбы в намеренной переброске нелегалов к границе с ЕС, используя их в качестве инструмента давления. Мы поговорили об этом с польским экспертом, директором программы «Евразия» в аналитическом центре Warsaw Institute. Nie wydaje mi się, żeby było Нет, я не думаю, что ситуация снова обострится. Даже заявление Лукашенко уже после этих псевдовыборов, например, по поводу отправки в Украину неких миротворческих сил, показывают, что, несмотря ни на что, он не собирается обострять отношения с другими странами, с Западом. Он также прекрасно понимает, что сейчас находится в вынужденной ситуации. То, что произошло после 2020 года, сделало его вассалом, заложником Путина. Годы этой политики притворного маневрирования и попыток то охладить, то подогреть отношения с Западом. Более серьезный риск, как мне кажется, заключается в том, что если мы скажем, например, о ситуации с безопасностью на польско-белорусской границе или белорусско-литовской, латвийской, могут быть возможны изменения только в Минске, потому что пока Лукашенко управляет там, мы видим, что даже несмотря на его участие в войне России с Украиной, последующие годы показали, что он не является стопроцентным исполнителем приказов из Кремля. Кремль дает понять, Беларусь не в приоритете. Путин не планирует встречу с Лукашенко. В отличие от встречи с Трампом, это официально. Об этом говорит Дмитрий Песков. Это заявление выглядит особо показательно на фоне слов самого Лукашенко, который недавно рассказывал, что обсуждал этот вопрос с Путиным. Но Кремль сейчас дает совершенно иной сигнал. Встречу с Лукашенко даже не рассматривают в ближайших планах, что может говорить либо о напряженности в отношениях, либо о том, что Москва не видит срочной необходимости в таком визите. Насколько один диктатор зависит от другого, поговорили об этом с экспертом, который следит за развитием событий во всей Восточной Европе, директором программы «Евразия» в аналитическом центре Warsaw Institute. Więc w przypadku, nie wiem, choroby Łukaszenki... Итак, в случае, я не знаю, болезни Лукашенко, или если в Кремле будет принято решение о том, что Лукашенко нужно сменить, тогда, конечно, возможны разные провокации, как и те, которые могут произойти на польско-белорусской границе, серьезные, даже кровавые провокации. Этого следует опасаться. Конечно, остается вопрос о том, что будет после Лукашенко, какими будут власти в Беларуси, и потом, если это будет еще более пророссийское, более жестокое правительство, то здесь также возрастает риск гибридных действий на границе Беларуси со странами НАТО, то есть со странами Балтийского моря и Польшей. Страны Балтии и Польша, хотя часть этой большой кампании гибридной войны, которую Россия ведет уже долгое время, прежде всего в Балтийском море и в соседних странах, так что угроза здесь существует. Лукашенко, как всегда, пытается показать, что он нужен Путину, но реальность может быть для него не такой уж радужной.
Тысячи почтовых работников вышли на протест в Германии. Там прошли предупредительные забастовки из-за споров о зарплатах. Профсоюз Wehr.de, второй по величине в стране, требует повысить зарплаты на 7% для 170 тысяч сотрудников, работающих по коллективным договорам. Также профсоюз настаивает на увеличении отпуска на 3 дня, ссылаясь на возросшую нагрузку. По данным Deutsche Post, в забастовке участвовали около 5000 сотрудников, но сам профсоюз заявляет о 8 тысячах протестующих по всей стране. Забастовка затронула около 5% всех почтовых отправлений в Германии. В результате в распределительных центрах застряли около 2 миллионов писем. В ходе вторых коллективных переговоров с Deutsche Post также не было достигнуто никаких результатов. Работодатели списали наши требования как нереалистичные. Вот почему мы считаем себя вынужденными предпринять предупредительную забастовку. Каждый рабочий день Deutsche Post доставляет более 40 миллионов писем. Если стороны не договорятся, задержки могут стать еще масштабнее. Белорусская певица Полина покоряет Париж. Ее музыка прозвучала в рамках недели высокой моды в Париже. Показ был посвящен матери дизайнера, которая ушла из жизни в прошлом году. Именно она, бывшая швея, в 1995 году помогла Жоржу Хабейко открыть ателье и запустить свой бренд. Музыка Полина прозвучала в одном ряду с мировыми именами моды. Еще один повод для гордости за белорусских артистов, которые пробивают себе дорогу на международной сцене. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.